Обладая званием крупнейшего орла в мире, этот охотник может не волноваться о размерах добычи, ведь в его арсенале острое зрение, гигантские когти и невероятная скорость. Поэтому даже защищенные от наземных атак животные не могут позволить себе расслабиться, ведь эти недоступные места стали обителью настоящего повелителя гор. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Беркут. Размеры беркута действительно впечатляют. При размахе крыльев свыше 2 метров самки могут весить до 7 килограмм. Эти величественные птицы населяют почти все горные хребты северного полушария. Охотничьи угодья беркута огромны. Кроме того, они охватывают как горные вершины, так и лесные низины. Орел может осматривать свои владения долгие часы, каждый день преодолевая расстояние в 150 километров. Особый орган чувств улавливает колебания давления воздуха, что и позволяет без труда находить воздушные потоки. Паря в них, беркут почти не расходует энергию. Обладая невероятно острым зрением, охотник может заметить движение с высоты 2 километров. Если добыча пришлась по нраву, ему достаточно сложить крылья, чтобы в считанные секунды набрать удивительную скорость. В пикировании беркут разгоняется до более чем 200 км в час. Поэтому, обладая серьезной массой и гигантскими острейшими когтями, орел может нанести удар такой силы, что не устоит даже превосходящая в размерах добыча. Тем не менее, зайцеобразные становятся лучшей мишенью. Эти млекопитающие невероятно быстры, но атака беркута настолько стремительна, что добыча просто не успевает среагировать. Против опытной птицы не так много шансов. Однако в случае с молодым охотником иногда жертве удается пережить нападение. Но беркут не привык упускать свое, и беглец все еще может попасть в огромные лапы. Хотя в этом случае удача оказалась на стороне бегуна. Даже в панике столь маневренные создания бегут зигзагом, поэтому у них есть шанс уклониться от смертоносных когтей. Однако зрение беркута надежно фиксирует убегающую цель, и ему ничего не стоит вновь подняться в воздух, чтобы закончить начатое. Обыкновенная лисица может весить вдвое больше беркута. Это очень бдительное животное, которых не просто застать врасплох. Однако молодые особи часто игривы и беспечны. У них не хватает опыта, чтобы оценивать все потенциальные угрозы, особенно если они исходят вовсе не с земли. Терпение – сильная сторона птицы. Прежде чем напасть, беркут тщательно изучает мишень, которая продолжает резвиться, не замечая опасности, ведь гигантский хищник планирует атаку за многие сотни метров. Взмывая в воздух, он набирает высоту, чтобы камнем обрушиться на жертву. Теперь бежать уже поздно. Если убежище отсутствует поблизости, шансов уйти от атаки почти нет. Гигантские когти сбивают добычу, но она слишком велика, чтобы завершить все за один момент. Поэтому беркут разворачивается и заключает лису в капкан из мощных когтистых лап. Тем не менее, такая борьба может обернуться для птицы серьезными травмами, поэтому беркут ослабляет хватку. В итоге лисице удается покинуть смертельное объятие, и ее противник решает больше не рисковать. Получается, что схватка на равнине с крупной мишенью не всегда заканчивается победой птицы. Но у этого охотника есть способ, как расправиться даже с заметно превосходящим в весе животным. Завидев копытных на краю обрыва, беркут использует сложную местность в свою пользу. Полагаясь на всю свою мощь, он сбрасывает жертву в пропасть и наблюдает за падением обреченной цели. Если удар когтями можно пережить, то падение с такой высоты, несомненно, приведет лишь к одному исходу. Еще минуту назад этот козел был полон сил, теперь же он становится доступным лакомством.
Беркут – невероятно сильная птица, которая не любит ограничивать себя в размерах цели. Поэтому даже тяжелые козлята, хоть и не без усилий, но поднимаются в воздух и уносятся в сторону гнезда. Чаще потомство ограничивается одним-двумя птенцами, но их аппетит невероятно велик, и подобная добыча позволит сполна насытиться всему семейству. При этом беркут атакует не только наземных существ. Пролетающие мимо птицы также могут попасть в его поле зрения. Но столь тяжелую и подвижную цель, как журавль, не просто поймать. Для более успешной охоты птицы могут вылетать на промысел семейными парами. Если у журавля хватает ловкости избежать когтей одного, то у него есть немало шансов попасть в объятия другого. Весомым дополнением к рациону служит замороженная пища, и проще всего обнаружить падаль по стае ворон, которые стремительно разлетаются при виде такого гиганта. Хотя врановые известны своей наглостью, и даже здесь они не упускают возможности побороться за тушу. Но настоящей угрозой может стать лишь себе подобный. Зимой при отсутствии пищи никто не желает делиться, поэтому приходит пора выяснения отношений. Мощные когти могут серьезно ранить конкурента, поэтому в ожесточенной схватке лишь самый настойчивый оставляет за собой право на дальнейшую трапезу. В битве за падаль беркут может противостоять даже койоту. Пытаясь казаться больше, он расправляет крылья. Но, невзирая на размеры, птица значительно уступает противнику в весовой категории. Тем не менее, беркут может претендовать на чужую добычу. Этот койот оставил провизию подрастающим щенкам, и голодная птица не упускает свой шанс, но натыкается на отпор. Смелый щенок мгновенно наказывается, однако малыши проявляют удивительную настойчивость, и после нескольких неудачных попыток птице остается лишь покинуть их общество. Порой даже волки могут страдать от действий гигантской птицы. Конечно, взрослые особи не представляют для нее интереса, но щенки могут запросто стать целью атаки. Родители контролируют наземную территорию, но они не могут спрогнозировать атаку с воздуха, поэтому внезапный налет оканчивается для семейства трагедией. Считанные секунды, и волчонок оказывается за сотни метров от беспокойных родителей. Птенцы беркута также уязвимы, но в основном лишь для летающих соседей, действия которых быстро пресекаются бдительными родителями. Взрослые птицы не имеют врагов, но многие годы они страдали от влияния человека. Тем не менее, в целом, сегодня их численность остается стабильной. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!